Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир, Спартак Суббота на связи, психиатр. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, аудитория. Спартак, конечно, сегодня очень такое буйство событий, да, Ермак как бы ушел тихонечко в лес, ему второе подозрение вроде как выписали, да, вручили, в общем, там это тоже интересно внутриполитически, настоящее там как бы кунг-фу дроновое устроили непосредственно стороны. Украина бьет по России, по Москве, Подмосковью, Украина принимает тяжелейшие на самом деле удары, просто оценивать их некому, ну и, конечно, геополитические встречи. Но начать я предлагаю наш сегодняшний эфир, который, как всегда, пройдет в максимальной коммуникации с вами, уважаемые зрители, поэтому, если вы в эфире, заблаговременно можно написать вопрос, оставить в клубе зрителей, оставить открыто в сообществе YouTube и чат, конечно же, да, подключить. Начать хотел бы с такой достаточно важной темы. И к ней приурочить опрос. Вот как я хотел бы вот выстроить. Смотрите, сегодня ровно 7 лет, как Зеленский президент, пришедший на тотальном доверии. Люди выбирали Голобородько, люди хотели, чтобы вот это вот закончилась эпоха бедности, эпоха коррупции, вот это все эти плохие эпохи. Ну, конечно, наступил мир. Вместо этого получили хуже. И вместо этого сейчас на самом деле возникает главный вопрос для украинцев, главный для тех, кто внутри, да, потому что это вот нечто. Есть знакомые знакомых, в общем, говорят, что все, теперь даже не важно, какая у тебя машина, не важно, кто ты, что ты, если раньше можно было как-то так порешать, но, в общем, как уже и не порешаешь. Хлопают капитально всех подряд ТЦКшники, тех, кто помогал избавляться на какое-то время или там навсегда, тоже активно принимают за демпинг. И главный вопрос сейчас, и он повис в воздухе, на него нет однозначного ответа через интервью ближайших, так сказать, соратников Зеленского, там, из офиса президента и так далее. А что будет дальше? Мобилизацию, возраст понизят, будут еще круче грести. Опрос сегодняшнего эфира звучит так: это неизбежно. Значит, нет, война заканчивается, частично, полностью не решаться, все равно есть еще какие-то там стопы у общества или какой-то, знаете, еще кто-то на него оглядывается у власти Зеленского, или за деньги, да. Ну, то есть Европа даст денег, сегодня опубликовали условия, там 90 миллиардов вот этого кредита, меморандум подписала европейская сторона. Слушайте, 7 лет назад могли бы мы о таком подумать? Украинцы, которые вот, собственно, обсуждают вот этот ужас войны и дальнейший его ужас. То есть 7 лет прошло, стало только хуже, аж впереди еще 7 лет такой же чехарды. Могли бы мы подумать, Александр, если бы мы могли думать, мы бы в этой ситуации не оказались. Мы думать вообще не могли, не то что об этом. У меня создается ощущение, что мы, как украинцы, и вы, простите, но вы в том числе вместе со мной, мы все жили в каких-то иллюзиях. Мы не понимали, что происходит. Ну, то есть мы понимали, что типа как бы могут быть конфликты, но что я до последнего говорил, что в 21 веке война, да, ну, это нереалистично. То есть я как бы всех успокаивал, заверял, знаете, вот из разряда какой-то «отойдите шашлыки, ешьте на майские праздники». Ну, то есть, правда, не верил в это. Мы не могли об этом подумать, но случилось, как случилось, и теперь, отталкиваясь от фактов, ну, тех, как любит говорить Трамп, карт на руках, то я не вижу того, что будет это заканчиваться, но понижение мобилизационного возраста я тоже сейчас не наблюдаю, по крайней мере, ребята, которые работают с офисом президента, говорят о том, что вот этого законопроекта по снижению нету, и внесение изменений в закон тоже не рассматривают пока. Была идея мобилизировать женщин, в том числе, ну, с военной специальностью, и не давать возможность выехать. Но сейчас дают им возможность еще выехать, то есть есть право у женщин кататься и так далее, то есть не будут пока ужесточать эти меры. Почему не хотят ужесточать? Во-первых, они понимают, что ситуация сейчас на фоне, вот особенно на фоне вот этих уголовных дел, и сейчас мы к ним тоже вернемся, она очень шаткая, уязвимая, и украинский политикум находится сейчас в нижней своей точке. Не сказать, что он когда-то был в верхней точке, но он точка ниже нижней, которая была ранее. Значит,
И перспектива пока не наблюдается, потому что все уже как бы хотят закончить эту войну, в том числе депутаты. Депутаты уже как бы сами понимают, что это вот тот термин, который мы с вами использовали, цугцванг, недавно вот один депутат уже его тоже использовал, причем он использовал его в каком-то интервью, он говорит, что типа любое движение на вот этой доске военных шахмат, они все хуже и хуже. И сейчас мы слышим аргументы, вот смотрите, как по России бьют. Да не вопрос, я понимаю, что сейчас в Россию летит куча, ну Россия там, россияне, которые не знали, какие есть последствия, допустим, в Украине, начинают с ними сталкиваться сами, как сказал Зеленский, по-моему, сказал, что возвращается в родную гавань войны. Это понятно, но что за ущербное мышление? Вот что вот у нас за ущербное мышление? Если бы от ситуации в России зависело украинское благополучие, то нам бы и воевать незачем было. Понимаете, в чем дело? То есть, чем хуже в России, тем лучше должно быть в Украине. Так мы и раньше гордились, типа, я кавычу, гордились тем, что «О, у нас свобода, русские живут как рабы». Так а зачем тогда ставить себе, ну, скажем так, такую цель разрушить какое-то государство, которое, ну, типа, с нами по соседству и которое имеет ядерный потенциал? Кстати, ядерное оружие, я не думаю, что кто-то будет использовать. Вот эти все сарматы, это, конечно, жалкое зрелище пытаться этим манипулировать. Я считаю, что, в принципе, манипулировать ядерным оружием, Нет, это смотрите, признак слабости. тут какая история? Это же вами манипулируют, когда говорят, что ядерным оружием манипулируют. Да, кстати, вот да, Вы правда, немножко как бы, абсолютно. смотрите, это вами Да, манипулируют. Это да, абсолютно другого порядка игра. Я вчера в шуме, если интересно, зайдите, прям с этого начинал и разбирали вот эту как бы шахматную доску, мировую, геостратегическую. Все говорят, Путин, Путин, Сармат, там вот, нет, оружие смертоноснейшее. Но 100%. сегодня Минутмен сообщили, что американцы как бы протестировали. То есть мы видим, что это совершенно другого порядка игра. Поэтому, если говорят, вот, мы тут так, украинцы побеждаем, а Путин достал свой сармат или свои ядерное оружие, но это чистой воды бред и манипуляция. Эта игра идет другого порядка. Мы немножко забываем, что, вот вы говорите, военная шахматы военные, что это локализованный конфликт, максимально локализованный, который вот сейчас только выплескивается из берегов, и это мы можем наблюдать не где-нибудь, а в Прибалтике. Там сегодня пронеслось видео о Да. том, как школьники сидят там за двумя стенами в подвалах, вот это вот, потому что дроны летят. Чьи? Украинские. Где 5-я статья, Спартак? Вы же знаете это. Двойные стандарты – это плохо, а двойные стандарты – это хорошо. Это же классика. Ну, типа, Э, тут же Европа не стремится к рациональности в этом вопросе, они же популисты, да и, в принципе, это все пользуются популистскими заявлениями. Я к чему веду? Во-первых, я не считаю, что рассказывать про ядерное оружие и то, что его можно использовать, это хорошо, первое. Но второе, я считаю абсурдом игнорировать эти заявления. Объясню почему. Представим себе ситуацию. На вас человек наставил пистолет, и вы говорите, это блеф. Блеф, вопросов нет. Но кто его знает? Ну, знаете, ну, в любой момент вы это смеетесь, типа там, да, он блефует, а он такой думает, так у меня в жизни как бы особо ничего нет, и нажимает на спусковую скобу. Ситуация может резко поменяться, когда мы будем все время... Мы и про войну говорили, это блеф. Помните, была история такая? Я с этого начал. Поэтому давайте мы не будем беспокоиться о том, используют они или нет. Давайте просто не будем провоцировать еще на какое-то ядерное оружие, потому что, да, впоследствии там Евросоюз, кто-то еще ведут какие-то санкции, еще что-то включат, а людей уже не будет. И не будет вот этого чувства безопасности. Государство может не стать. Вот я не говорю уже про суверенитет, его и нет, но пускай не станет государство с большим количеством людей. Потому я понимаю, что ядерное оружие, грозить ядерным оружием в современном мире – это абсурд, но еще абсурднее после этих угроз смеяться над этим. Типа, да, это, ну, ребята, это не шутки. Так вот, к чему я веду? К тому, что по какой-то причине у нас есть искажение причинно-следственных связей. Мы думаем, что если по России будет много прилетать, и у России будет плохо, почему-то это улучшит ситуацию у нас. Еще раз, я не россиянин, у меня нет российского паспорта, и, скорее всего, никогда его не будет. Ну, то есть в лучшем случае там какой-то европейский будет, я надеюсь. Ну, то есть, но в чем суть? Я не могу получить вот это вот
ментальной сатисфакции от того, что прилетает куда-то там в Москве. Как это связано с благополучием моего государства? Как? Я не понимаю. Объясните мне, что это за хуторской колхозный принцип, что вот когда у соседа плохо, вот тогда у меня хорошо. Это вообще не имеет связи с нашим государством. Пока у нас есть какие-то, давайте я кавычу опять-таки, какие-то успехи там на поле боя, если они имеются, это уже больше к военным экспертам, но пока имеются успехи на поле боя, у нас коррумпированная власть, которая игнорирует хоть какие-то заявления об этом. Зеленский абсолютно игнорирует ситуацию с Ермаком, со своим лучшим другом. Ну, может, я не знаю, может, у них более тесные отношения, когда осуждать не стану, мы в Европу идем. И вот вообще, в принципе, плюс-минус, понимаете, я не могу понять, почему смотрим вообще не туда. Причем здесь вообще Москва? Почему-то мы должны радоваться тому, что туда летят какие-то дроны. Я, с вашего позволения, здесь вклинюсь, потому что это именно по вашей кафедре вопрос. А может и в этом проблема, что мы сами себе, нам запретили осуждать? Ну, то есть в осуждении нет ничего плохого. Солидарен. Мы под каким-то дамокловым мечом запрета осуждения войны, например. Ну, как ты можешь осуждать войну? Говорим друг другу украинцы, например, да, ты что, это же наша, на нас напали, мы же вот... Как ты можешь осуждать войну? Там же наши хлопцы. То есть мы не можем осуждать Зеленского. Вы Ермака упомянули. Так вы видите, как это все топорно, но филигранно, имеется в виду, произошел вот этот развод светлоликого образа, да, и вот, казалось бы, душеприказчика, человека, который там фактически, помните, говорили, что Зеленский работает в офисе у Ермака. Смешно, да. Нам запрещают осуждать Зеленского. И причем это очень классный глагол «осуждать». Он, конечно, подводит под грех «не суди, не судим будешь», но в этом ничего нет плохого и крамольного. Осуждение – это не госизмена, это не предательство Родины, это не каких-то осуждения. Все боятся осудить. Осудить политику, осудить политиков. И в этом наша проблема. Вот смотрите, я вот не просто так начал с Зеленского. Поймите, когда он говорит о том, что мы Коновальца и Мельника, их кости перевезем и закопаем в Украине, это ведь совсем не тот Зеленский, который на трибуне 7 лет назад стоял. Это не тот, который в рамках предвыборной кампании приходил на могилу деда и фотографировался. Это не тот, который говорил, а какая разница, да? То есть мы же... А мы не можем осудить. Почему? Потому что у нас есть какие-то барьеры. Причем это никакого отношения не имеет там, к позиции человека. Он там за Украину, за Россию, за Европу, за США, за Китай. Это никакого отношения имеет даже к Уголовному кодексу. Ну, вы понимаете, Александр, на чем бы я все-таки из вашей риторики сделал бы акцент по поводу такого, знаете, лицемерия. Это не тот Зеленский, это тот же Зеленский, он по-прежнему актер. Это абсолютно тот же Зеленский. Вот мне как-то, знаете, вот спрашивают, я там иногда в Инстаграме запускаю вопрос-ответ, ну, то есть, типа, там задают вопрос, и мне человек говорит, а вот если я с течением времени там изменю свой взгляд, то это я или не я? Смотрите, мы являемся собой каждую секунду времени, сколько мы живем. И изменение наших убеждений и моделей поведения – это все равно по-прежнему мы, даже если мы думаем, что это не мы. Зеленский по-прежнему Зеленский. Он точно такой же, как был и раньше. Ничего не изменилось. Просто в зависимости от... Он именно является вот таким вот, скажем так, это он. То есть, чтобы вы не сомневались, это он и есть. Это Зеленский, это его модель отношения к миру. Сегодня так, завтра так. Он адаптируется, он актер. И актер довольно неплохой. Президент, конечно, хреновый, но актер у него, актерское мастерство у него работает, есть, он умеет и притворяться, и там, если надо, такое бедное лицо, если надо, он будет с кем-то фамильярничать, если надо, он перед кем-то будет присмыкать. То есть он все это умеет, это он и есть. То есть к нему вопросов как к актеру нет. Проблема только в том, что это не влияет на качество управления государством. Но когда мы говорим по поводу того,
Тот ли это Зеленский? Ну, давайте скажем так, а тот ли это Спартак? Я буквально сколько, 2 года, ну, давайте так, 2,5-3 года назад, пускай 3 года назад, у меня была другая риторика, и я признаю, что был неправ, понимаете? То есть я знаю, что я был неправ, потому что я смотрел на эту ситуацию, я находился внутри этой пропаганды и смотрел на эту ситуацию под таким углом. И это, кстати, моя ошибка. Но благо у меня хватило там мозгов, обстоятельств, я столкнулся с какими-то косвенными факторами, которые изменили мой взгляд. Э, Проблема людей заключается в том, что они ждут, что переобуваться не будут те, кто должен, а тот, кто должен, надеется, что не переобуется. И вот они надеются, что Зеленский не переобуется, останется вот таким же. Хотя, поверьте, скорость переобувания Зеленского напрямую влияет на качество жизни каждого украинца. Хоть бы уже поменял он эти кеды в конце концов, да сколько ж можно, блин. Тоже все обвиняют, там, то один переобулся, то второй переобулся. Так в этом ничего нет плохого. Вы же надеетесь на то, что Зеленский этим займется. Потому что если он это не сделает, то мы все мы так уже плохо заканчиваем. Ну, у Еще раз, него... я 1000 раз задаю вопрос по поводу демографии. Вот, смотрите, украинский язык. Уже врачей в мире больше, чем украинцев. Значит, латынь людей больше знает, чем украинцев. Латынь, мертвый язык, более распространенный, чем украинский. Кто к этому привел, Александр? Скажите мне. Русские? Путин привел к этому? Ну, вам ультрапатриоты и ультранационалисты скажут, конечно, да, во всем Путин виноват. Но меня интересует простой вопрос. А на кой ему кости Мельника? Ну, браслеты, может, новые сделать. Я ж бог его знает. Там же они ж как любят, любят, там, могильный песок какой-то. Я ж не знаю. Это надо спросить у, как ее, фэншуй. Она шарит. Может, она дала команду, знаете, Зеленскому. Уже непонятно, кто вообще главный. Александр, вы мне хоть как-то ясность внесите, потому что я же уже не понимаю. То Ермак, то, оказывается, как его зовут, фэншуй, то теперь Зеленский, типа, кто кем командует. Все сказала теперь Костя Мельника, только они. Вот браслеты, и эти четкие частей мельника, только по-другому мы не справимся. Что происходит в этом мире? Я уже, честно, я иногда это комментирую, и такой, знаете, как бы, как из своего тела выхожу посмотреть со стороны, думаю, хай бог мило, ты на это учился, человек, ты же столько времени и денег потратил, ты комментируешь реально какую-то гадалку. Причем мы все понимаем то, что у всех политиков есть свои гадалки, вопросов нет. Но ты идиот попался. То есть я не смотрите, я не против того, чтобы у человека была там своя гадалка, еще что. Но сделай это качественно, сделай это нормально. Спрячься по-человечески, но сделай так, чтобы никто не вышел. Мало того, что вышли на нее, так еще и стало понятно, что они там песок таскали по ее команде, какие-то побрякушки на себе носили там с трупов. Смотрите, это не страшно, это уныло. У меня это не вызывает страха, это просто тупо. Это уныло и тупо. То есть нами управляют люди, мы загубили страну, как в одной песне «Шуты и дураки загубили нам страну». Ну, понимаете, то есть реально вот комики разрушили государство. Прикиньте, это вообще нонсенс. Сейчас вот как подумаешь об этом, типа удивительно. Ну, А зачем ему получается, Вот я послушайте, сказал, моя гипотеза такая. Наверное, новый браслет пора делать. Эти не работают. понятно, но смотрите, значит, страна была такая, раз шуты и Народ, дураки смогли ее... народ. Страна без Сохранить. народа ничего. Это народ, ребята. То есть, больно признавать, мы накосячили кучу ошибок, дебилячие решения попринимали. Именно такие, знаете, то есть я именно говорю хуторским языком. Почему? Потому что я вот иногда говорю, что мы там принимали рациональные это. И люди не понимают, что такое рациональное. Дебилячие, тупые решения. Ребята, мы принимали идиотские решения. И проблема заключается в том, что мы теперь даже как бы не осознаем проблему, с которой мы столкнулись. Мы-то считаем, что смотрите, война закончится, как себе люди представляют конец войны? Вот мне просто интересно. Заканчивается война, и у нас резко улучшается демография, все возвращается в норму, Россия извиняется, и все. Нет, ребята, заканчивается война, и как бы она ни закончилась, да, представим гипотетически, Россия проиграла, что угодно придумаем. Заканчивается это следующим. Снимаются санкции, земли, которые принадлежат уже не Украине, а принадлежат США, на них добываются ресурсы, не для Украины. В Украине демографический коллапс. Мы проиграли вне зависимости от результата.
Какое нам должно быть дело до того, что там в России происходит, если ты украинец? А наши радуются тому, что в России чего-то там не хватает. Сместили фокус внимания, понимаете? Подмена понятий произошла. Ценности нам подменили. Наша ценность теперь основывается на качестве жизни другого государства, а не на своем. Понимаете? То есть это же абсолютное смещение фокуса внимания. И почему вот я тоже смотрел ваш там выпуск с Алексеем вчера, всю ночь просматривал, не мог уснуть, думаю, посмотрю, и столько времени уделяется обсуждению того, что на территории России обсуждается украинцами. Ребята, ну типа это все равно, что у тебя под носом твоя жена тебе изменяет с твоим лучшим другом, а ты говоришь, вот видишь, у соседа она ему ничего не готовит, сам покупает. Серьезно, мы об этом, абсолютная подмена понятий, смещение фокуса внимания. Мы деградировали, знаете, в каком плане? Ментальный, то понятно, ценностный. Когда нет у нации общей ценности, а ее, кстати, не было, мы только ее начали формировать. И подмена вот этой идеи, нам сказали то, что мы боремся за свободу. В какой период жизни украинцы знали, что такое свобода? В Ну, какой? смотрите, Спартак, война может быть ценностью? Так, секунду, сейчас. Может ли быть ценностью? Ценностью может быть победа в войне или сакральное поражение. Так, Вот. поподробнее со второго, пожалуйста. Победа, все, в принципе, никто не понимает, что такое победа, но всі бажають Не можем одному договориться, да, перемоги. никак. Всем перемоги. Да. Сакральное поражение. Что такое сакральное поражение? Мы проиграли в борьбе с сатаной. Вот так вот они считают. Но мы боролись за правое дело. То есть идея не в победе. Идея просто в том, что как бы ни закончилась эта война, виноват Путин. Поняли, в чем суть? Тут, нет альтернативы. Как бы это ни закончилось, что бы, не произошло, виноват, получается, вот один человек, и нам удобно, знаете, так хочется посмотреть, вот это интересная история, когда, условно, Путина не станет, и ничего не поменяется, люди такие, так, подождите секундочку, план Б у нас был вообще, Путина уже нет, то все равно по-прежнему все плохо. Понимаете, люди будут думать, куда бы его примкнуться. Сакральное поражение. Украина и украинцы считают, что проиграть в этой войне невозможно, потому что за нами правда. Поняли, в чем дело? Это как человек идет по улице. Для меня это вот такой пример. Человек идет по улице, идет на зеленый свет, на пешеходном переходе. И видит, справа едет бухущий за рулем мужик, который не сбавляет скорость, а жмет. И мужик говорит, я ж прав, правильно, я ж иду на зеленый, правда за мной. И потом вся его семья на похоронах, он же был прав. Спартак, понимаете, в чем дело? Происходит какой-то театр абсурда. Значит, вы знаете, что... И, друзья, спасибо большое, что ставите лайки, потому что канал подсанкционный, да, где вы смотрите сейчас прямой эфир, соответственно, заблокирован на территории Украины, и, в общем, нужно менять страну, пользоваться VPN, вот так. И, я уже говорил, и неоднократно люди там знают, и близкие, и не близкие, в общем, и публично я говорил, что да, сейчас там идет вот это вот судебное, какое-то разбирательство, потому что, получается, если там за какой-то период времени не подал в суд, да, то ты как бы согласен. Ты согласен. То есть, да, что ты там угроза национальной безопасности и все такое, да. Мой суд — это отдельная история. Не знаю, когда, может, выйдем на какой-то там какой-то этап, может, могу рассказать отдельно, кому интересно, да. Вообще, конечно, они тянут это все. Но я сегодня получаю какой-то просто переворот мозгов, мне реально нужен психиатр. Стало известно, что Миндич подал в суд на Зеленского. Он оспаривает санкции, которые ему выписали на 3 года, с правом, кстати, приехать в Украину. Это там отдельная, у него же отдельные санкции. То есть всем тем, которым санкции, у них 10 лет, все там, это вообще никаких дел. А у него такие лайт санкции, в 3 раза проще, легче. И он пошел в суд их оспаривать. По-моему, мы находимся в каком-то, не знаю, такое-то королевство кривых зеркал, понимаете? Миндич идет в суд, а там процедура какая? Ты оспариваешь санкции, ты подаешь в суд на Зеленского. То есть ты судишься с Зеленским. Он же подписывает, он руководитель, глава СНБО, то есть Умеров секретарь, или там прошлые секретари, а он же глава, он принимает решение, он указом вводит.
Спартак, что происходит с этими пауками на Банковой? Я назову этот метод ложная сепарация. Значит, смотрите, подача в суд на Зеленского позволяет Зеленскому сепарироваться от этой всей истории с Миндичем и с другими людьми. Сказать, смотрите, они судятся со мной недовольны. Я никогда не был на их стороне, никогда их не поддерживал. Очень удобная штука, скажите. А на самом деле, что самое интересное, подача в суд – это тупо ни о чем. Это просто публичная пузырь. Ну, что значит я подам на тебя в суд? Это то же самое, что вы на улице с кем-то подрались, он я на тебя в суд подам. Подаст он реально или не подаст, это вопрос. Даже если подаст, дойдет ли это реально до суда? Как это будет рассматриваться? Это могут отклонить. Смотрите, это может быть так. Миндич подает в суд. Суд отклоняет этот запрос. Публично выглядит очень классно. Зеленский с Миндичем там не в друзьях. Оказывается, Зеленский не был злодеем, который... Зеленский ничего не знал. Он же ничего не знал. Смотрите, даже Миндич на него подал в суд. ОПГ подала в суд на нашего светлоликого святого президента. Все. Дело дальше никуда не двинулось. Стоит на месте. Просто прикол. Видите, так вот запустили вот так вот такую, как это сказать, мульку. И все, и сказали, видите, вот он же подал, значит, он не с ними. Все, Почему к Зеленскому ничего не липнет? К нему не липнет, получается, все 7 лет. Потому что с ним грамотно работает кто-то, или если условно вот это имя будет опорочено, хотя оно и так опорочено по факту, но я имею в виду публично и так далее, но он просто не выдержит никакой конкуренции. Он, ну, скажем так, он и так растрачивает весь свой политический капитал, а тогда вообще все улетит в унитаз. Никто с ним не работает грамотно, тем более вы вообще применили слово грамотно к Зеленскому, это немного как будто бы даже странно. И никто с ним не работает, нет никакой там работы, она не проводится. Не липнет по ряду причин. Первое – это президентская неприкосновенность. Все понимают. Но история с 1000 голов позволяет ему избегать, уклоняться от этих вот проблем. То есть для быдла спускается нарратив, быдло его кушает, смещает фокус внимания, забивает какой-то другой информацией. Причина какая, я уже много раз об этом рассказывал, так называемое когнитивное искажение, разрыв эмпатии. Люди, которые находятся в состоянии голода, которые находятся в состоянии постоянных обстрелов, угроз и так далее, они не способны мыслить критически, они мыслят короткой перспективой. От ложки к рту. От ложки к рту. Это очень маленькая перспектива. Лишь бы сегодня проснуться, все было нормально. Лишь бы было за что покушать. Лишь бы Колю не мобилизовали. Ну, какие-то вот такие вот мысли очень простые. Выйти за рамки этого понимания довольно сложно, потому что для этого необходимо, чтобы качество жизни улучшилось и было какое-то движение в сторону благополучия. Где его взять, Александр? Его негде взять. Потому очень удобно на самом деле очень удобно устроилась эта власть, они просто будут смещать фокус внимания на кого угодно, а вот защита, то есть, ну, по сути, президентская неприкосновенность, она дает возможность человеку просто избегать любых рисков, абсолютно любых. Потому я вижу это так. Зеленский может это избегать по причине того, что юридически его нельзя ударить. Все остальные, которые бьют, он просто может легко от них откреститься и ввести против них санкции, потом эти подадут в суд, санкции со временем отменятся, а Зеленский по-прежнему хороший. Очень удобная структура. Тут как бы у нас нет, поймите, у нас нет института президентской репутации. У нас этого нет. Я не говорю о том, что вообще институт репутации – это хорошо, потому что репутация не принадлежит человеку, репутация принадлежит массе. Во всех случаях, кроме президента. Потому что масса принадлежит кому? Президенту. Потому что он сформировал такой подход 1000 голов. Вот этих вот 1000. Ну, то есть вы с 1000 голов, вы согласны, что именно так это все и работает. И Мендель, которую сейчас отпинал каждый, она права. Абсолютно права. Смотрите, я в этом плане абсолютно не просто думаю так, я абсолютно убежден, что это так работает. Потому что, ну, нету альтернативы, я не вижу другого варианта. Ну вот, посмотрите, любое недолугое, как говорится, существо в интернете сейчас начинает вещать,
И фокус внимания смещается на них. Начинают проверять, было на самом деле это им сказано или нет, фейк это или не фейк. А тем временем Зеленский продолжает действовать так, как действовал. Ему вообще все равно, то, что происходит, его это не заботит. Потому да, 1000 голов смещает фокус внимания, и я уже рассказывал, это называется теория ограниченных эффектов. Зрители, пожалуйста, прочитайте, что такое теория ограниченных эффектов, вам будет сразу все понятно. Информация не должна спускаться по одному каналу, она спускается по множеству каналов. Каждому человеку заходит через свое. Ну, условно. Так же, как и оппозиционная позиция. Да, допустим, оппозиционная позиция. Кто-то там, кто, например, любит читать книжки, там более интеллектуальный и так далее, ему вот этот вот человек нужен с оппозицией. Кто-то, кому надо просто сказать, да, он там дебил, и так вообще, это да, под пиво какой-нибудь вечерком, это вот этот вот оппозиционер. То есть специфика подачи информации должна учитывать особенности личности. А так как в Украине сейчас, ну, как бы из суперталантливых и личностей, которые выходят за рамки, скажем так, обывательские рамки, люди, которые из себя представляют что-то большее, чем просто налогоплательщик и человек, который будет мобилизирован, их мало, то и вещателей интеллектуальных не нужно. Берем любого дебила, называем его интеллектуальным вещателем. Вот, например, там берем, боже, как его зовут, этого Портников. Я вообще не понимаю, почему его называют интеллектуалом. То есть вот у меня, как у человека, у которого есть понимание о том, как строится процесс образованности, что такое интеллект по определению, чем он отличается от показателя IQ, я не понимаю, где он интеллектуал. В формулировках каких-то, ну, не похоже. В общем, и потому получается, что быдлу говорят, смотрите, это интеллектуал. О, это интеллектуал, значит, все, что он говорит, все правильно. И он подает любой нарратив государственный, ну, короче, чисто прозеленский, будет толкать, и у человека будет ощущение того, что он получает какую-то особую информацию, особое знание. В то время как на фоне любое знание, которое будет не соответствовать этому, а будет поистине интеллектуальным, но не будет соответствовать, будет восприниматься людьми в штыки. Потому вот эта 1000-головная структура работает. Ну, она работала еще во время фашистской Германии, только там, конечно, технологии были по 1000 раз лучше, но уже имеем, что имеем. Спартак, сейчас Зеленский провел ставку, об этом рассказал, сообщил. Раскачивается тема удара с Беларуси или там, как выразился он, Черниговско-Киевского направления. Причем интересно, да, все говорят, да нет там войск, не наблюдается перемещений, каких-то там скоплений и так далее, да, там учения проходят, ну, учения, но вот именно ничего не угрожает, но мы всегда готовы, мы начеку, и Зеленский говорит, увеличим силы на белорусском направлении. То есть здесь как, вот я вижу в этом даже не геополитическую или, ну, вот, да, в отношении Беларуси какую-то историю или какие-то выгоды, а исключительно, опять-таки давление внутрь, смотри. Помните вот мемчик с обезьянками, и там вот эта подпись «Галя, вставай, у нас еще там продолжение чего-то». Ну, если там Новый год еще, у нас еще Рождество, если еще там что-то, то у нас еще второй тайм надо доиграть. Вставай, Галя. То есть нет, ничего не заканчивается, все только вот сейчас. Это мобилизующий эффект. Такое ощущение, что они на Банково ищут точки, куда ткнуть, чтобы вот всех еще больше мобилизовать. Патриотизм сдулся, ну это видно. Ну вот в том виде, в котором он подавался в 2022 году, уже все. То есть, да, нужна, получается, новая угроза. Вот смотрите, Зеленский защитник Киева, Киевско-Черниговского направления. Смотрите, как это работает. Создается мнимая проблема, которая, во-первых, никогда не случится, но которая эффективно решается с помощью ничего. Просто как будто, ну, смотрите, сейчас мобилизуем больше сил. Ну и все, собственно говоря, на этом все заканчивается. А внимание тем временем уже приковано к совершенно другим вещам. Если, Александр, поймите, если побед нет внутри государства, я не говорю там на поле боя, это вообще, сейчас я даже не об этом. Если внутри государства нет побед, то нам нужно их сымитировать. И вот имитация победы внутри государства. Несмотря на то, что там Беларусь чему-то там готовится, мы уже от этого защищены. А к чему она готовится? Да бог его знает, мы как-то так и сами не поняли. Так от чего мы защитились? Все, мы защитились, не выдумал, все, не выдумал. Понимаете, то есть люди отмахиваются от этой информации. И вот там я, допустим, товарища спрашиваю, он говорит, ты слышал, вот там что-то в Беларуси готовится? Я говорю, что? Он говорит, да я бог его знает, что так все говорят, что готовится, и я прям так рад, что мы уже подготовлены к этому.
Я говорю, старина, слушай, ну как бы я все понимаю, так, а, ну, для того, чтобы понять, к чему мы подготовлены вообще, а как мы к этому... В общем, я ему задаю вопросы неудобные, он говорит, ты можешь задавать мне удобные вопросы. Вот неудобные не задавай. Вот так, вот это так и работает в подавляющем большинстве случаев сейчас в Украине. А, Неудобные вопросы не надо задавать. Вот это вы спрашиваете, к чему мы готовимся. Задавайте удобные, пожалуйста. Топ-тема мира. Да, сегодня это встреча Путина и Си Цзиньпина. Прилетел он вчера, его встретили дети, ровно как и Трампа. Но характер и вообще визуал этой встречи и деловой, стиль деловой части, вот так давайте выражусь, абсолютно отличается. И понятное дело, сейчас грех не сравнить одну встречу и другую. Документы интересные были подписаны. Декларативно, но стратегически подписали конец однополярного мира, переход к многополярному миру и новую систему отношений. Причем тоже технично повисла определенная тайна, да, тайна над тем, что вот нечто они вот такое подписали. Я полагаю, это зашито непосредственно вот в этом однополярном, многополярном мире, в этой формулировке. То есть от этой встречи она носила мировой характер. Но несмотря на это, также, в общем-то, в украинском вопросе, ну, то есть Украина как таковая, она, да, она была, тоже присутствовала в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Значит, упоминается Украина, необходимо завершить войны путем переговоров и устранения первопричин украинского кризиса. Ну, завершение войны нужно в Украине путем устранения. Стороны убеждены в необходимости полного устранения первопричин. Принципы устава ООН должны соблюдаться во всей полноте, совокупности взаимосвязи и так далее. Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решений путем диалога и переговоров. Ну, то есть без боевых действий. Российская сторона позитивно оценивает объективную непредвзятую позицию китайской стороны по проблематике в Украине и приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в регулировании украинского кризиса политико-дипломатическим путем. Будет ли вот это совместное заявление не просто ширмой или там, политесом такой, как бы, да, красивой формулировкой, а реальным толчком к настоящему мирному политическо-дипломатическому процессу? Смотрите, как это так сказать, я в этом не вижу ничего особенного. Ну, для меня это выглядит так. Они сказали, что надо решить... Давайте так вообще, даже не буду туда сказать. Что они сказали нового? Ну, вы услышали что-то новое в этом, или что-то необычное, или то, чего мы раньше не слышали, или раньше они всегда говорили, ну, и Китай, и Европа, и все это говорили, надо воевать, надо воевать, все говорили, надо примириться. Ну, и каждый на своих условиях. Для меня это вообще ни о чем. То есть то, что они об этом как-то поговорили, для меня это вообще не значит ровным счетом ничего. Это не решает никакой проблемы. Совершенно. Ну, то есть, понятно, да, надо закончить войну. Хорошо. Договориться так, чтобы все остались довольны. Ну, это понятно. Примириться, зло должно быть наказано. Ну, все, давайте разберемся, кто зло, накажем, обязательно накажем. Для меня это ни о чем, потому что я вообще не вижу конца войны. Ну, то есть я не вижу, что она закончится в ближайшие 1,5-2 года. Нету пока что таких предпосылок. И чем дальше, вот это, кстати, дело с Ермаком, оно не просто показывает, что проблема, ну, как бы решится. Оно как раз подтверждает то, что проблема не решится. Смотрите, сейчас Зеленский переживет вот эту историю с Ермаком. И это закрепит его позицию настолько сильно, у него уже просто не будет, ему придется, конечно, быть более аккуратным, но и некому будет его подставить. Понимаете, в чем дело? Так-то он через них взаимодействовал с миром. А теперь будет взаимодействовать напрямую. Теперь все остальные беды, которые будут, это будут аукаться чисто через Миндичей и через Ермаков. Это все эхо Ермака до сих пор. Вот, понимаете, это так и будет, правда.
Мы же ничего на это, ну, как бы никак повлиять на это не можем, мы ничего не поменяем. И потому это самое досадное в этой всей истории, что это не меняет контекст. Очень интересно в плане геополитическом выглядит комментарий Ушакова. К нему пришли, в общем, подошли, спросили о том, что, значит, не пришло ли уже забыть словосочетание «дух Анкориджа», можно говорить о духе Пекина. Ну, вот такие вопросы задают журналисты. Он говорит, наверное, дух Пекина существует, а я ничего не знаю про дух Анкориджа и никогда не употреблял это выражение, сказал Ушаков. Ну, понимаете, а, ну, это прям нечто. Заявление такое, знаете, на миллион. Получается, что у нас дух Пекина будет менять дух Анкориджа или нет? И вообще, конечно, вот эти духовитые формулировки наводят тень на плетень, вот так по-русски, если так сказать. Да? Понятно, что Мгм. каждый понимает по-своему. Какое-то выражение уже обросло негативными коннотациями, какое-то обросло ну, нечто новое. Но сам факт, это противопоставление, о чем нам говорит? Неужели Россия и Америка не договорятся? А вот дух Пекина, собственно, имеет шанс. Ну, что так много духов в последнее время в этой... Одни духи какие-то. Ну, я про дух Пекина вообще слышу только от вас впервые. Для меня это прям даже забавно. Смотрите, российские власти сами собі не можуть дати ради. Они сами не понимают, что там, допустим, понимаете, там прибалты, что там сказали по поводу того, что вот мы будем предоставлять Украине такую возможность, и там что-то будет лететь от них, и ответ российских средств массовой информации и российских политических деятелей такое: мы обязательно отреагируем, мы не дадим возможности упустить, скажем так, из рук этот контроль. То есть ни о чем. Очень расплывчатые формулировки ни о чем не говорят. И для меня это то же самое, как и дух Пекина. Что за дух Пекина? Должны быть какие-то списки, категории. Чем отличается дух Пекина от дух Анкориджа? Территориально или там отличается как-то, ну там, не знаю, широтой разреза глаз? В чем разница вообще этих духов? То есть в чем суть этого духа Пекина? Они же ни к чему не пришли. Есть какой-то официальный, ну, какое-то официальное заявление. В Анкоридже было официальное заявление. Мы движемся туда-то, туда-то. Мы будем зарабатывать большие деньги, мы сделаем, вот, у нас будет там и с Аляской какая-то история, мы сделаем бизнес, мы все заработаем, у нас будут какие-то договоренности. В этой договоренности частично будет принимать участие там Украина, потому что нам нужно закончить, ну, типа, войну. Что в Пекине произошло такого? В чем, ну, типа, в чем духовитость? Я не понял. То есть, типа, что там случилось? К чему они пришли? То я не понимаю, к чему они пришли. Поэтому, если Понимаете, кто-то какая понимает, история? напишите в комментариях. Многие очень действительно ожидали, что после этой встречи начнется некая жара. Отсюда там и Зеленский, он кроме того, что будет наступление с Беларуси, с севера, он говорит о том, что 100 тысяч военных где-то хочет мобилизовать Кремль, да, вот такое заявление делает, это вот самое свежее, мы в прямом эфире, поэтому вот сейчас вот он об этом пишет, говорит, 100 тысяч, мы взвешиваем риски, то есть Зеленский готовится к эскалации, есть мнение, что война приобретет после визита россиян в Пекин абсолютно другой характер, мол, ну, понятно, что это пропаганда, типа Си Цзиньпин даст добро. Типа, вот поехали разрешение спрашивать, там, вот, там Путин подлизывается. Это тоже встречаю в разных и уехавших российских пабликов авторов, и украинских, понятно, да, вот, брызжет слюной, брызжет ядом, желчью, но объективно, ну, понятное дело, что если что-то пойдет на уровень выше по эскалации, то это с ближайшим другом, как говорит сам Путин, Си Цзиньпином, ну, тоже стоило бы обсудить, потому что, во-первых, будут затрагиваться, я так понимаю, интересы уже, наверное, других стран, территорий, Прибалтика не даст соврать, да, и, в общем, нужно согласовать эти позиции. Ожидаете ли вы действительно перехода в более горячую фазу? Просто когда нам говорят люди разные, аналитики, у России нечем захватить там пятое-десятое. В России нечем, нет у них возможности, да, там, нарастить удары, жестокость ударов, там,
и так далее. Зеленский нам говорит, есть, смотрите, и мобилизацию готовы проводить, и будут проводить там, может, после выборов в Госдуму. И он же сам публикует, что уничтожат все там подземные бункеры и так далее, карты прикладывает, там разведка докладывает, между прочим. Получается, что странная история с ожиданием еще большего витка эскалации. Как всегда, знаете, ожидание праздника и праздник. Ну, праздник я закавычу, имеется в виду, все ждут, ждут, ждут Мгм. какой-то Новый год, а потом он наступает, ну, наступил и наступил. А мы просто как бы и не заметили, просто стрелка часов передвинулась. Понимаете, я когда смотрю на подобного уровня заявления, они для меня звучат популистски не потому, что заявители популисты, а потому что нет конкретики. Любое заявление, которое касается многих аспектов, но не вносит ясность по поводу реализации этих аспектов, для меня очень непонятно. А все, что имеет расплывчатую формулировку, я стараюсь как бы не сильно на этом фокусироваться, потому что с неясными формулировками как бы все понятно. Мы уже видели, сколько раз там чего-то там обещали, и что-то там случится, и как-то мобилизуется. И потом будет какое-то ухудшение. Дайте, внесите какую-то ясность. Вот говорят, будет горячая фаза. Ну, вы правильно сформулировали, потому что это же словосочетание использовал и российскими, и украинскими. То есть все использовали вот эту фразу «горячая фаза». Что имеется в виду под горячей фазой? Сейчас типа не горячая фаза. Ну, куда горячее? Что горячее? Как вы себе это представляете? Люди умирают каждый день. Разрушаются города. Рушится экономика двух государств, и причем и одного союза, Евросоюза. Если мы думаем, что только Украина и Россия страдают, Евросоюз страдает ой не меньше, ребята. Ну, дай бог ему сохраниться после этой всей войны. Непонятно, кто еще будет в самом тяжелом положении. Ну, демографически понятно, Украина. Но когда мы говорим о вещах по типу горячей фазы, а что мы подразумеваем? Сейчас не горячая, прохладная сейчас фаза, значит, получается. Люди каждый день умирают, летят дроны, сотнями в Москву летают дроны, в Украину прилетают. Там вот вчера общался с товарищем вечером, я слышу хлопок такой, знаете, сильный удар. Я говорю, что это? Он говорит, это ПВО отрабатывает в Одессе. То есть, понимаете, в чем дело? Что тогда горячее? Если ядерное оружие, я не верю, что его используют, в этом нет никакой логики. Но вот это да, горячее. Ну, зачем тогда ее пугать? Давайте сделаем так, чтобы этого не Ну, произошло. пугать, чтобы закончить, не находите? Никто не закончит на этом, понимаете, в чем дело? Для того, чтобы заканчивать, зная потенциал соперника, необходимо иметь интеллект. У нас его нет. Хорошо, на чем тогда закончит? Я считаю, смотрите, я сейчас скажу, может кому-то понравится, кому-то нет. Я считаю, что окончание войны будет принудительным, причем обе стороны будут этому не рады и недовольны, потому что просто обе стороны уже не смогут вести никакие боевые действия. Украина по причине просто отсутствия дотаций, потому что у нас нет ничего своего, мы все это как бы закупаем, и на территории Евросоюза проводится производства, и мы должны большие деньги. То есть я считаю, что мы по этой причине, Россия по той причине, что они просто, им нужно будет уже двигаться вперед, ну, то есть они видят, что они как бы цели этих, их СВО, а по факту войны не реализуются. И уже сильно все забуксовало, как бы какую-то часть уже они взяли, они на этом смогут сделать какую-то победу и так далее. Поэтому мое мнение, смотрите, при том, что я не военный эксперт, ребята, отнеситесь к этому критически, не хайте меня, просто меня спросили, я высказываю свою точку зрения. Я считаю, что война будет закончена по принуждению с двух сторон, потому что всем уже будет очень невыгодно это дальше продолжать. И тезис о том, что украинцы это же русские, а русские не сдаются, потому как бы не будет этого конца. Это классный тезис, он забавный, мне он нравится, но суть заключается в том, что если мы один народ, то как бы коллективно будет принято это решение. Причем интересно то, что Зеленский к этому не будет иметь никакого отношения. Это решение будет принято без Зеленского. Либо путем импичмента, если это будет реалистично с точки зрения юридической, либо путем подавления со стороны других управленцев в Украине. То есть Зеленский не будет к ним иметь отношения, просто он потеряет здравый смысл, и на фоне этого ему придется просто смириться. Мы начинали сегодняшний наш разговор с 7 лет Зеленского. А как вы их оцените? Очень продуктивно. Ну, если мы имеем в виду
по результатам. Ну, то есть, когда что-то происходит, это продуктивно. А положительно или нет, то не отрицательно. Ну, продукция есть. Смотрите, что такое продуктивно? Когда мы видим последствия. Последствия колоссальнейшие. Половина населения нету и никогда уже не вернется. Нет ни одной причины, ни какой-то, ни Минъед, ни какой-либо другой тип министерства уже не вернет этих людей. Они же видят, что происходит. И чем дальше, тем меньше желания. Вот у меня есть знакомые, там живут там, в Малаге, в Бенидорме, ну, короче, живут в Испании, часть в Британии. Они говорят, мы вот еще до прошлой осени думали вернуться, но сейчас мы смотрим, что там происходит, мы не вернемся, потому что границы не откроются. То есть это потеря огромного количества этнических украинцев. Второе, экономическое рабство. Мы уже не принадлежим себе, мы принадлежим третьим странам, даже не дружественным для нас на самом-то деле. У нас нет военного потенциала. У нас есть абсолютно упоротая позиция, и причем она уже даже не националистическая, то есть это уже, даже, как вы говорите, эти упоротые националисты, они уже сами не понимают, что происходит. Типа мы, конечно, как бы за то, чтобы там у нас был украинский, ну, такого мы как бы не ожидали. Потому нет ни одной причины, ну, как бы историю эту поддерживать. Но продукт есть, последствия колоссальные. А теперь вернемся к тому, положительно оцениваю или отрицательно? Ну, естественно, отрицательно. Человек, который, находясь при власти, привел к войне. Меня вообще не волнует, кто первый напал в этом случае. Он создал возможные условия. Еще раз, Россия напала. То есть, понятное дело, что она бы сейчас уже, понятное дело, и не нападала бы. Будь возможность вернуть время назад, не напала бы. Напала, уже случилось. Но вы же два взрослых политика у власти. Вы не можете найти условия, при которых не случится война. Ну, то Не есть, все взрослые. ну, Вы да, сами, вы сами это подчеркиваете. да, да, ну, имеется в виду, вы все в возрасте, давайте так. У вас уже возраст позволяет быть президентом. Ну, как бы, и подразумевается, что есть возможность, как бы, принимать правильные решения. Ты же каким-то чудом дожил до этих лет, ну, как-то же себя обслуживал, там, трусы меняешь себе. Ну, должны быть функции, при которых ты можешь справиться с ситуацией в государстве. Ну, в случае с Зеленским много от него не требовалось. От него требовалось просто не испортить. Я не говорю о том, что сделать лучше. И мы видим то, что результаты колоссальные, качество отвратительное. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Спасибо большое, что проголосовали. Поставьте лайк, не забудьте, это очень важно. Итак, понизит ли мобилизационный возраст в Украине? 9% нет, война заканчивается. 16% за деньги, да. Ну, то есть если прямо скажут, вот, смотри, 90 миллиардов или какие-то другие деньги, там денег может быть много, а может вообще не быть, да, ну какая разница. То есть как условия за деньги, да, понизят. 22% частично, полностью все-таки не решаться, побояться, как-то там вот ухищрениями. Сейчас они, кстати, проталкивают, что, например, о, тебе там больше 25 лет или там 35 лет, ты ничего страшного, подождет твоя отсрочка, высшее образование, кукиш тебе, ну, в общем, не дает права на отсрочку, тем более там второе образование, а хватит тебе одного, образованный же уже, шуруй на фронт. Ну и, конечно, 53% считают, что да, это неизбежно. Если вот так вот считают люди, ну, по крайней мере, аудитория, которая сейчас онлайн присоединилась, зашла в чат и проголосовала, то у меня тогда простой вопрос, Спартак, а готово, по вашей оценке, сейчас украинское общество, Украина к понижению международного ну, вот этого возраста, да, мобилизационного, исходя из того, что происходит на международной арене, исходя из того, что происходит внутри страны, исходя из опроса, ну, нашей аудитории, что да, это неизбежно, рано или поздно произойдет, этого не избежать. Никто не спрашивал, готово ли украинское общество к войне, и почему-то должны спрашивать по поводу того, готовы мы или нет. Никто не будет спрашивать по этому поводу. Мое мнение такое, не готовы мы к этому. Почему? Потому что людей нехватка очень острая, и нет мотивации, и нету денег. Все, нету денег. Вот эти 90 миллиардов, смотрите, подписали меморандум, очень классное слово, у меня меморандум подписан с кем только у меня не подписан, кто меня ненавидел, и с институтом Шевченко, и с институтом Богомольца, и с Львовским институтом, у меня со всеми подписаны все меморандумы, толку в этом ноль. Ну, типа меморандум – это просто договоренность. За этим должны стоять еще юридические, сложные юридические процессы. Даже если выдадут эти 90 миллиардов, в чем я сильно пока что еще сомневаюсь, глядя на ситуацию с коррупционным скандалом,
Это продлит военные действия, но не улучшит качество снабжения военных. Нету ресурсов и нету людей. Потому я считаю, что мы не готовы. Надо идти на перемирие, надо договариваться, просто перестать убивать украинцев. Да, значит, спасибо большое за то, что мы вместе, дорогие друзья. Прямо сейчас переходим к вопросам для нашего гостя, для Спартака. Начнем с сообщества YouTube. И, ну, вот давайте все-таки с клуба, да? Вопрос, вот, или как ремарка в клубе зрителей, слушая субботу. Есть государство, у этого государства нет суверенитета. То есть есть флаг, название есть, территория, только тут другие распоряжаются. Или я что-то не понимаю? Вы все правильно понимаете. Территории Украины во многом не принадлежат украинцам. И, скажем так, у нас нет потенциала самостоятельно управлять государством. Мы полностью зависим от внешней поддержки. Так, сообщество YouTube, поехали. Петр, вопрос. Спартак. Чиновники европейских стран, граничащих с Украиной, требуют от нее быть осторожной и обеспечить, чтобы ее беспилотники не создавали угроз для НАТО. А почему прямо не потребовать запрета на пролет украинских беспилотников по своей территории? К чему эти нюни? Предотвращение возможности летать над этими государствами снизит потребность в производстве. Производство хоть чуть-чуть, но поддерживает экономику Евросоюза на плаву. Потому таким образом они могут создавать себе возможность продолжать, собственно говоря, хоть как-то поддерживать эту ситуацию с деньгами и с бюджетом, потому что возможность поддержки бюджета и качество снабжения за счет России и дешевых углеводородов уже такой возможности нет. Сами себе выстрелили в колено. Потому это единственный способ хоть как-то оправдать то производство. Что пока производится, нужно давать возможность летать. Как только эта возможность будет закрыта, не будет возможности летать, и не нужно будет, собственно говоря, производить в таком количестве, потому что, чтобы летело их столько в России, необходимо, чтобы они запускались с определенной позиции. Правильно? Правильно. Если не может туда летать, зачем нам столько этих беспилотников? Чтобы что? Чтобы половина из них еще на подлете там, к Белгороду разбивались, но в этом смысла никакого нет. ОПВО, ну, я понимаю это так, что до тех пор, пока есть такая возможность производить их, будут давать возможность запускать. А последствия для Евросоюза нулевые. Россия ничего с этим не сделает. Ну, они делают заявление, но ничего делать не будут. Александр спрашивает. Кесарево безумие– это исторический и психологический термин, обозначающий психическое расстройство и деформацию личности правителя, вызванные неограниченной абсолютной властью. У больного наблюдают патологическую жестокость, бред величия, паранойю, манию преследования и полную потерю связи с реальностью. Вопрос. Нет ли признаков этой болезни среди кого-нибудь в руководстве Украины? Если есть, то от этого лечат? Во-первых, нет, потому что как только мы будем считать, что эти признаки есть, человек будет не подсудным. Я в это не верю. Такого нет. Все абсолютно с абсолютным пониманием ситуации цинично, холодно просто разрушают государство путем наживы. Потому что человек, у которого есть данное расстройство, он ориентирован на власть, а не на деньги. Поймите, на власть. Там не стоит вопрос. Вот смотрите, предположим, чисто гипотетически у какого-то правителя подобная ситуация. У него будет один пиджак, одна фуражка, одни сапоги, грубо говоря. И тотальный контроль, абсолютная власть. И абсолютная власть будет поддерживаться за счет его легитимности и за счет того, что народ будет в него верить. В Зеленского никто не верит. Зеленскому верят. А это разные вещи. Потому нет у него данного расстройства. Зеленскому верят, вы думаете? Я уверен, что Зеленскому верят. Смотрите, проблема заключается в том, что никто не верит в то, что он хороший человек. Все хотят верить, что его вот эта плохость, простите меня за такое склонение этого слова, его вот эта плохость имеет под собой причины, имеет место быть. И потому люди рационализируют это. О, сейчас не время. Ну, другого у нас нет. О, это лучшее, что было. Под страхом.
под давлением, но они начинают в это Ну да, веровать. не будет Да, Зеленского, начнется гражданская война. да, и Да. другие Я, если тезисы. честно, поражаюсь вот этому. Понятно, что будут противостояния, будут точки разлома. Эти же, они же не унимаются, понимаете? То есть там сам Зеленский уже притаскивает кости нациста, да, который как бы пострадал же в конце войны ну, от гитлеровцев в концлагерь отправили. Но, с другой стороны, выпустили же из концлагеря, да, и была четкая разнарядка, это доказанный факт исторический, что они потом должны были внутри на Западной Украине шатать советскую власть. То есть, да, когда это все как-то и не шатали. Ну, неважно. Вот это выходит Ивановская, да, Чунька, понимаете, говорит, 120 тысяч надо делать штраф за нарушение языкового законодательства, повторное. А если первый раз, то до 51 тысячи гривен. Ну, то есть там, Обязательно, да. 1000 евро, там, например, да, штраф нарушил, что-то там не так сказал. Ну, инфляция в стране, давайте как бы, пожалуйста, побольше штрафы. Идиоты, понимаете? Идиоты. Все правильно делают. Смотрите, они же как? Они формируют абсолютную ненависть в перспективе для старой власти, для того, чтобы старая власть могла сменить риторику и себя подать под видом новой власти. Это очень удобная штука. Если вы думаете, что придет кто-то новый, абсолютно другой к власти, ну, вы ошибаетесь. Придут эти же люди, я даже знаю, кто потом будет туда баллотировать. Смотрите, придут те же люди, которые были, но просто они сейчас создают максимально пиковое напряжение, чтобы потом сказать, смотрите, мы не такие, как вот эти идиоты, которые все вам запрещают, штрафовали за язык. Боже, какой ужас. Не разрешим говорить на языке. Прикиньте, это абсурд. Да. Разрешим пользоваться вам правами. И люди такие, фу, ну слава богу. Павел, Саша, Спартак Мира, вам вопрос вот в чем. В истории уже были случаи массового управления населением, Геббельс, Шарп и прочее. Наблюдаю за тем, в каком сейчас состоянии многие люди, ощущение потери ориентации, даже близкие люди странно рефлексируют. Может, это ПТСР? Живу в Израиле, а может быть, что это очередной опыт? Люди злые какие-то. Может, правы те, кто хочет ограничения интернета? Не приписывайте злонамеренности тому, что имеет абсолютную некомпетентность. То есть у них нет гениального злодейского плана. Сказать то, что он действует как Геббельс, он хочет быть как Геббельс. Хотеть быть как Геббельс, хотеть быть как Сталин, как Гитлер, как кто угодно, это не значит быть таким. Потому что, смотрите, в эпоху, когда ты можешь контролировать социальные сети, у тебя успехи очень небольшие. Ну, типа контролировать массы, и особенно быдло, это не так сложно, если у тебя есть интернет. Геббельс это мог сделать без интернета, с помощью радио. Понимаете? Притом можно же сказать, нет, ну смотрите, сейчас это ж круче, потому что человек может слушать оппозицию. Не может. Не может. Не может слушать оппозицию. Потому сейчас у них инструментов больше, а успехи хуже. Если это вообще можно назвать успехами. Ну, так, Потому хотеть быть Геббельсом, интересный это... взгляд, да, так, если так разобраться. Ну да, и радио есть, и телевидение, и интернет, и все, что хочешь, да. И все равно не справляются, ты все равно даешь в штангу. Понимаете? Ну, хотеть быть Наполеоном и быть Наполеоном – это разные вещи. В какой-то момент они сказали, Андрей, ты усрался, проснись. Что вы так фамильярно? Нельзя так говорить в прямом эфире. Андрей Борисович надо говорить. Простите. Я, кстати, да. Видите, бессознательно. Я не его имел в виду, но оказывается, все туда. Андрей Борисович, ты Да, усрался. Андрей Борисович, да, вы усрались, проснитесь. Так, друзья, значит, Митя, привет со Жмеринки. Вопрос. Те, кто соблюдает минуту молчания и при случае становятся на колени и еще других агитируют к этому делу, это нормально или культ смерти? Спасибо, добра. Хочу сказать то, что страх, бояться – это нормально. Люди это делают не потому, что они искренне в это верят. Люди, которые искренне в это верят, они как бы не пропагандируют, это они просто делают и все. Вы знаете, вот истинно верующий человек, представьте себе ситуацию, человек реально верит, там, допустим, в Бога, он следует всем законам. Ну вот он проходит мимо церкви, он перекрестился, он там вечером помолился. Вы видели, чтобы этот человек приходил и говорил, если вы сейчас не помолитесь, я не знаю, что вам сделаю.
Но это абсурд. Нет, это люди неверующие, это просто люди в ужасе, находящиеся в страхе. А вот люди, которые думают, что они верующие, а на самом деле просто живут в ужасе, они склоняют других веровать. Замечали? Потому нет, это просто желание выслужиться, минимизировать риски. Но причем причина бывает разная. На самом деле они могут это делать по причине того, что они любят вас, боятся, чтобы вы потеряли там, связь с безопасным каким-то ореолом, находились в каком-то, скажем так, подконтрольном для вас психическом состоянии. То есть они о вас тоже думают. Потому причины могут быть разные, но, как правило, это страх. Мгм. Александр спрашивает Леонов. Вопрос. Киссинджер 94 года встречался с Путиным. Зеленский в 48 лет. Через социальные сети забивает стрелку Путину о встрече. Это деградация политической культуры, особенность каждого человека, или все-таки сильно влияет окружение и время, когда личность, в кавычках, взрослела? Спасибо. Да, с течением времени у нас могут меняться убеждения. Люди, в принципе, после 25 лет не меняются, потому что морфологическая основа особо не меняется, если нет каких-то заболеваний органического порядка. Ну, там, например, не было энцефалита, не было там шизофрении, биполярного расстройства, психозов острых, длительных, не только одноразовых, там, эпизодических, то люди, в принципе, не меняются по своей сути, они остаются теми, кем они были. Но с течением времени меняется убеждение, и хороший человек, скажем так, в плане психического здоровья, устойчивый, с адаптивной психикой, будет менять модель поведения. Потому что один из признаков расстройства личности – это ригидность модели поведения вне зависимости от обстоятельств. Человек действует всегда одинаково. Кстати, это можно заметить за нашими властями. У нас тот, кто переобувается, имеет больше психического здоровья, чем человек, который не способен признать свои ошибки и измениться. Потому вот эта вот история, там, він переобувся, він перевзувся в полете. Ну, так это хорошо, значит, он способен признать свои ошибки и поменять свою точку зрения, потому он будет адаптироваться в зависимости от обстоятельств. Да, его можно назвать, скажем так, оппортунистом. Ну, у оппортуниста зато здравый взгляд на вещи, он хотя бы понимает, что нужно что-то делать и меняться, да, под что-то подстраиваться. А неадекватные люди, абсолютно, вот как Александр говорит, упоротые, вот эти люди не способны на это. Ну, потому, отвечая на ваш вопрос, это просто с течением времени меняются обстоятельства. Есть такое понятие, как zeitgeist, это дух времени. И с духом времени меняется потребность. В зависимости от изменения ситуации нужно учитывать, собственно говоря, изменения потребностей. Вот такой вопрос из сообщества, и будем переходить в чат. Как думаете, сколько расстройств личности кластера Б у Зеленского? Людям с этими расстройствами личности как раз-таки массово верят. Да, я объясню, что такое кластер Б. Кластер Б – это психические расстройства, которые называются эксцентричные, их еще называют экспрессивные. Кластер А – это странные. К кластеру А относятся, согласно международной классификации болезней и Diagnostic Statistical Manual 5-го пересмотра, к кластеру А относится шизоидная, параноидная, шизотипическая. К кластеру Б относится нарциссическая, пограничная, антисоциальные, то есть, по сути, те расстройства личности, которые имеют ярко выраженные черты, такие, знаете, именно антисоциальные и требуют, и гистрионное, вот что очень важно, гистрионное, еще называют его истероидным, а вообще его любят называть, психиатры его любят называть артистичным, таким театральным расстройством личности. Я не думаю, то, что много расстройств личности может быть в одном человеке. Как правило, если несколько есть параметров расстройства личности, мы называем такое расстройство личности мозаичным. Оно состоит из множества расстройств личности. Я не могу диагностировать, скажу честно, мне хочется надавать кучу диагнозов всем подряд, кому только можно. Но я порой этим грешу, но относитесь к этому критически, потому что как клинический психиатр в рамках британской системы нас учили, что для того, чтобы поставить диагноз, даже по очень ярко выраженным чертам, нам необходима личная беседа, чего, кстати, иметь с Зеленским не очень хочется. Личная беседа, наблюдение длительное, в стационаре в том числе, если есть ярко выраженные деструктивные черты, и поинтересоваться у окружения. А теперь смотрите самое интересное. Все окружение Зеленского, близкое окружение, указывает на то, что у него есть и нарциссические, и антисоциальные, и гистрионные черты. Гистрионное – это притворство и потребность во внимании с позиции и нарциссической, и гистрионного. И антисоциальное – это цинизм и отсутствие морали. Смотрите, я человек не моральный, но я нравственный, а у него ни того, ни другого.
И с этой точки зрения именно близкие люди, его окружение утверждают о том, что вот он именно такой. Близкие люди — это и Мендель, и Богдан, и Разумков, и все люди, которые с ним имели взаимоотношения ранее, они говорят одно и то же, не сговариваясь, потому что некоторые из них сейчас даже враждуют, но у них одна риторика. Потому можно предположить, что у него мозаичное расстройство, но какое точно, с преобладанием каких характерологических патологий, я сказать не могу. Сергей, чат трансляции. Украина диктатура, Россия демократия. Доказать легко. В России секретарь президента не имеет вообще никакого влияния, а в Украине секретарь глава офиса президента, второй человек государства. Согласен ли с этим Суббота? Не согласен, потому что если в государстве демократия, это доказывать не надо. Мгм. Так, Васек задает вопрос. Ни одна из сторон не бьет по центрам принятия решений. Цель — довести и раскачать массы внутри Украины и России и взять центры руками местного населения? Ух, слушайте, ну, блин, ничего себе вот у вас вопросы иногда, откуда все люди непростые. Смотрите, местное население не сможет это сделать, потому что есть сильный элемент подавления. И элемент подавления связан с тем, что любая проактивная позиция будет подавляться с помощью милитаристических позиций. И это приведет к и без того снижению популяции, ну, в рамках нашей страны. Я не вижу в этом смысла, потому лучше подождать и принимать решения тогда, когда внешние игроки все-таки примут решение проспонсировать какой-то, я скажу так, латеральный скачок, сдвиг для того, чтобы что-то поменялось в государстве. До этого я перспективы не вижу. У нас нет своих сил и ресурсов, и, в принципе, я не рекомендую людям, я не призываю никого к каким-то страйкам, бойкотам, свержению. Почему? Это неэффективно, первое. Будет подавление. Второе, вы просто можете подвергнуть себя риску. А я очень не хочу, чтобы украинцы страдали. Еще от таких людей. Ну вот, кстати, вопрос из Ростова-на-Дону. Иван задает. Скажите, возможен ли очередной Майдан в Украине уже против Зеленского? Еще раз, возможно, что угодно при условии, если будет внешнее влияние, спонсор, либо кто-то будет заинтересован. Возможно. Руками людей нет. Да никогда не, запомните, гражданский переворот гражданами не делается. Мгм. Что объединяет команды у Зеленского и Путина, как вы думаете? Идеология или бизнес-интересы? Приоритет в чем? Ух. Александр, можно я сделаю непорядочно и переадресую вам этот вопрос, потому что мне интересно ваше мнение, у меня по этому поводу своего мнения нет, и мне хотелось бы узнать ваше. Можно так сделать? Ну, смотрите, давайте я отвечу коротко и емко. Идеология, любая идеология запрещена Конституцией Российской Федерации. Я думаю, что ответ понятен. Окей. Ну, конечно, понимаете, все просто так, кроме денег. Это насчет команд. Ну, они же точно так же и здесь лезут по головам, и там, просто там вершина немножко больше, как все понимают. Поэтому идеология здесь вообще мимо с точки зрения там ценности убеждения. Тут уже можно давайте уже как бы делить, там, да, там. Опять-таки, очень много зависит от убеждений и ценности, кто на вершине горы. Но как Спартак дал четкую формулировку, что нет ни нравственности, ни морали на вершине горы в Украине, да, то, соответственно, там могут приходить любые люди, да, а там все равно приходится мимикрировать, подстраиваться, там, православных из себя изображать из себя там Да. семейные ценности, которые там преследуют, ну, потому что такой центральный сигнал, да, хотя, по сути, конечно, все прекрасно понимают, что те, которые лезут на самые горы, самую вершину, да, вот и вылазят там, и приближаются максимально близко, ну, ни к тому, ни к другому. Ну, очень редко, когда имеют отношения. Ну, вот именно по жизни, как люди, да, то есть, которые там без любовниц, без вот этой вот семья, чтобы у них была, понимаете? К сожалению, это так, если реально смотреть на вещи. Вы заметили, какой поток звездоболов из Украины? Кто их подготовил, интересно, спрашивает, тут, не знаю, вас или кого-то, или в принципе вопрос в воздух. Ну, прямо интересно, что вы на это ответите. А Звездоболов еще раз, это кто у нас? Ну, звездоболы из Украины. Кто-то их готовил, интересно.
Блин, а я не знаю, звездоболы это кто? Ну, типа, абсолютно любые средства массовой информации, или это какие-то конкретные люди? Потому что для меня, ну, если мы говорим про средства массовой информации, то э, хотелось бы, чтобы их готовили, потому что они говорят как неподготовленные, но они говорят. То есть Мгм. их не готовили, им просто дали полномочия. Вот. Но смотрите, в любом государстве, которое находится в войне, в том числе, кстати, в России, необходимо, чтобы были эти люди. Необходимо не потому, что власть без них никак не может, а потому что в конечном счете нужно будет смещать фокус внимания на вот это. Вот эти говорили, а потом те говорили, они же говорили разные, говорили в разные периоды времени. Власть не сможет поддержать собственную позицию, если не будет третьей стороны в виде средств массовой информации, которые всегда в конце можно обвинить. То вы же поймите, то, что если вы думаете, что вот эти вот все Петровы, Сидоровы, Ивановы, которые сейчас говорят, что у них потом есть какое-то будущее, их будут казнить, причем те же, кто давали им деньги. Это так не работает. Всегда в итоге страдает э, абсолютно каждый участник, который был на стороне правителя. Причем, смотрите, что интересно, этот же правитель в лице другого человека придет к власти и будет казнить тех, кого поддерживал предыдущий правитель, причем публично, и причем для того, чтобы показать, что он это другое. Да. Дойдет ли правосудие до таких товарищей, Мария спрашивает, как Стерненко, Притула и так далее, или успеют смыться? Никто из них смываться не будет, они адаптируются. Они останутся там, они адаптируются, и они народные любимчики, и я не вижу, кстати, ничего там плохого, что они там народные любимчики, пускай так и будет, просто говорю, что типа они останутся никуда не денутся. Они всегда такие люди были, они всегда есть, они будут, они немножко поменяют риторику, они все это переделают, и они останутся. Единственный недостаток, это если для них недостатком станет, если придет совершенно другая форма власти, оппозиционная, тогда, конечно, будут их на столбах вешать. Но это и так, фигурально, естественно. Жизни им в Украине не будет. Ну или они уйдут в глубокую оппозицию, будут ждать своего часа. А во всех остальных случаях нет. Значит, тут улыбаюсь, если читаю чат. Сейчас ответим на этот вопрос. Майдан за майданить и ресурс был, и опасность была нипочем. А сейчас сковырнуть власть, говорит Спартак, опасно и сил недостаточно. Получается, Спартак защищает зеленый режим? Ольга. Да назовите как угодно, честно говоря. Я его так защищаю, что аж свалил оттуда. Защитник. Видите, какой? Я прям этот, знаете, ну да, я, кстати, на канале у оппозиционера решил защищать украинскую власть. Это нонсенс. Смотрите, я никого не защищаю, честно скажу, я не россиян, не украинцев в этом плане, ну, типа, как с точки зрения там, защиты власти, никого не защищаю. У меня свой взгляд на эти вещи, что очень важно, я признаю, что он может быть ошибочным. Мне свойственно ошибаться, я живой человек. И я никого в этом плане не защищаю, я просто говорю о том, что есть вещи, которые в моем представлении нереалистичны, ну, то есть, типа, Мгм. невозможно. Андрей, спросите, пожалуйста, у Спартака, каким образом лучше отвечать воевавшим на стандартный дебильный вопрос, почему не воевал? Ну, Не призвали. почему я воевал, а ты не воевал? Не призвали. Очень хотел, не призвали. Мгм. Хорошо. Тут Ну, реально, ходил вот в 22-м, 23-м году ходил, столько людей было, я там выстоял в очередь. Мне сказали, мы вас наберем. Не набрали. да, Почему потом не пошел? Ну, кто я такой, чтобы командовать, вот это, рассказывать, когда меня призывать? Жду, когда призовут. Не призвали что-то, видимо, тут считали, что все интересный, хорошо. интересный тоже вопрос. А пользуется ли Шелест услугами гадалки? Да, и представляете, все сбывается. Все, просто не какие-то там Вероникам надо, да? Нормальные места надо знать. А вы, Спартак? Смотрите, если рассматривать э, все эфиры, которые я смотрю, и относиться к этому как к гаданию, я очень погружен в гадание, потому что очень много из этого, это ну как, случится, не случится. В этом плане, да, очень. А вообще я считаю, что это сатанизм, мракобесие. Я к этому отношусь, честно говоря, очень скептически. Я окей, если кто-то этим пользуется, но сам к этому не прибегаю. Тут же ж вопрос пользуется, понимаете? Вы так говорите, пользуются. Тут же вот в этом вопрос. Пользуются. И почему вот никто не может до конца понять, а что такое вонь такая по поводу Ермака, Вероники Финшу и так далее? Вот. Правильные глаголы нужно употреблять. Да? Как вот в начале программы мы говорили. Там, осудить,
запрет на осуждение, да, в смысле, ну, как бы, ты имеешь право, это твое природное право осуждать или там поддерживать. Точно так же пользоваться гаданием, да, ну, не услугами, а именно ну, пользоваться или нет. Ермак он пользовался, он говорит, а вот это кого там, Козерога назначить, Свириденко там или кто там еще. Вот в этом-то основной посыл был, понимаете? Вот в этом-то интересно. И вопрос-то, кто перед тобой? Ну вот кто перед тобой? Кто тебе гадает? Кто влияет на тебя? Вот это тоже такие очень тонкие материи. А вообще, конечно, спасибо большое, друзья, за то, что обращаете внимание, за то, что интересные вопросы пишете, и, конечно, присутствуйте на наших прямых эфирах. Спартак, спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Аудитория было сегодня очень приятно и интересно. Благодарим всех за то, что вот даже в записи посмотрев, вы все равно там реагируете, пишете, комментируете, лайки не забывайте ставить и подписывайтесь. Берегите себя и друг друга, несмотря ни на что.